Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот такую маленькую игрушечку. Это мультяшный персонаж Стич. Очень пользуется популярностью и спросом. Размер этой игрушки без ушек 9 см, с ушками 11. Ушки очень плотно держатся, пришиваются только ушки. Вся остальная часть вяжется одной деталью. Значит, использовала я пряжу всю на 100 грамм 120 метров. Это плюшевая пряжа любого производителя, не имеет значения. Вяжется эта игрушка легко и быстро, и надеюсь, она вам понравится. Также не забывайте, что у меня есть Инстаграм, и вы можете свои работы присылать мне в Инстаграм. Мне будет очень приятно и очень интересно посмотреть, как получаются ваши игрушки. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и приглашаю вас на свой мастер-класс. Нам понадобится 4 цвета пряжи. Темно-синий. У меня нету этикеток, но в принципе приближенные цвета мы берем. Я всегда беру приближенные цвета и то, что у меня есть, допустим, в моем ассортименте пряжи. Поэтому я взяла темно-синий. Темно-синюю пряжу, бирюзовую, можно голубую, либо бирюзовую, это не имеет значения тоже. Любой оттенок розового цвета и черный. Также нам понадобится крючок номер 4. Глазки у меня продолговатые, вот такие. Ширина глазок 1 сантиметр, 10 миллиметров, а длина глазок 14 миллиметров. И для белка, для вышивания белка я взяла обычную полухлопковую белую нить. Все, давайте начнем. Итак, начинаем с темно-синей пряжи. Я набираю 2 воздушные петли. Теперь во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. Первый ряд провязан, второй ряд, все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. В первую петлю поставила маркер и дальше провязываю, подтягиваю хвостик и провязываю вторая прибавка, третья прибавка, четвертая, пятая, и шестая. Второй ряд провязан, третий ряд, 1 прибавка, столбик без накида, прибавка. Так нужно повторить 6 раз, в конце должно получиться 18 столбиков. Подтягиваю хвостик и продолжаю вязать. Столбик без накида, в следующую прибавка. Так нужно сделать 6 повторений. Давайте провяжем. Итак, третий ряд провязан, четвертый ряд, снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер обратно. Первый столбик мы провязали, второй, третий, четвертый и пятый. Пятый не довязываю, будем вязать с вами лапки. Я присоединяю черную ниточку и заканчиваю уже черной пряжей. Теперь делаю накид. В следующую петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4 и 5. Подтягиваю хвостик. Вот теперь в первую петельку вставляю крючок, захватываю рабочую нить и вывожу через первую. Теперь меняю ниточку на синюю, делаю воздушную петлю. И теперь провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Пятую не довязываю, меняю ниточку на черную и заканчиваю черной пряжей. В следующую петельку опять провязываю 5 столбиков с накидом. Теперь вставляю в первую петельку, захватываю рабочую и вывожу через первую. Теперь делаю воздушную петельку и до конца ряда провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая вот у нас получается первые лапки, такая деталь. Теперь пятый ряд. Пятый ряд провязываем 18 столбиков без накида. Без прибавок и убавок. По кругу. 2, 3, 4, 5. Захватываю воздушную петельку на лапке. 6. 7, 8, 9, 10, 11, воздушная петелька на лапке 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Провязали 18 столбиков. Теперь шестой ряд. Итак, шестой ряд провязываем так. Вначале провязываем убавку и ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю 14 столбиков без накида. Четырнадцать столбиков провязали и в конце провязываем убавку. Кстати, черную пряжу я не обрезаю, потому что мы будем с вами вывязывать верхние лапки, и поэтому я ее не обрезаю. Вы можете обрезать, я не обрезаю. Она мне не мешает. Дальше седьмой ряд, и в седьмом ряду мы будем с вами провязывать лапки. Поэтому я провязываю первый столбик, ставлю маркер. 1, 2, 3, 4. Пятую я не довязываю, меняю ниточку на черную. Смотрим, чтобы она не затягивалась внутри. И в следующую петельку провязываем попкорн. 5 столбиков с накидом в одну петлю. Это 2, это 3. Это 4 и это 5. Вытягиваю рабочую петельку немножко, вставляю в первый столбик, одеваю рабочую петельку и вывожу через первую. Дальше убираю черную ниточку и воздушную петельку уже провязываю синей. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4. Пятую я не довязываю, меняю на черную. Вот, и в следующую петельку провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваю рабочую петельку, вставляю в первый столбик, одеваю рабочую петлю и вывожу через первую петельку. И воздушную петлю уже вяжу синей пряжей. Дальше до конца ряда я провязываю 1, 2, 3 и 4. 4 петельки. Дальше я обрезаю черную пряжу, убираю. Можно отсюда достать кончик и просто соединить. Не сильно затягивать, чтобы не затянулись. Вот. Затем наполним холофайбером, и никуда хвостики не денутся. Все. Вот у нас получается вот такая вот деталь. Теперь восьмой ряд. Восьмой ряд провязываем 8 убавок. Я убавки делаю через полную петельку. 3 петли на крючке провязываю, потому что там, где лапки, нам будет неудобно вывязывать за передние столбики, за передние стеночки. Ну и так как это маленькая игрушечка-брелочек, то это не сильно будет заметно, поэтому я не заморачиваюсь и делаю убавки. Вторая убавка, третья убавка за воздушную петельку, четвертая убавка, пятая, шестая за воздушную петельку на лапке, седьмая и восьмая. Провязали мы 8 убавок. Теперь 9 ряд провязываем 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Ставлю маркер в первый столбик и дальше провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последняя 8. Восьмую я не довязываю и меняю ниточку. Синюю ниточку я не обрезаю. Теперь беру свой бирюзовый цвет, можно голубой, то есть на ваше усмотрение. И закрываю, снимаю маркер. И уже закрываю петельку последнюю бирюзовой ниточкой. Теперь 10 ряд, все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться 16 столбиков. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Бирюзовую ниточку вкладываю вовнутрь. Вот так. Теперь следующий ряд, 11, провязываем так. 3 столбика без накида, прибавка. Первый столбик провязала, ставлю маркер. Дальше второй столбик, третий и прибавка. Опять 1, 2, 3,
прибавка, один, два, три, прибавка и последнее один, два, три и в конце прибавка. Последнюю петельку я не довязываю. Меняю на синюю и довязываю уже синей пряжей. Бирюзовую ниточку я обрезаю. Я не делаю узелочек, потому что нету смысла. Он не распустится. А вот, ну, вы можете, в принципе, завязать на узелочек. Итак, получается у нас в 11 ряду 20 петелек по кругу. Теперь 12, 13, 14 ряд, 3 ряда я провязываю 20 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Итак, провязала я 3 ряда. Теперь будем вставлять глазки. А вот дальше глазки мы вставляем между 12 и 13 рядами. Между 12 и 13 рядами. Дальше я уже напила туловище средней плотности, чтобы игрушечка, вот здесь вот донышко, было плоским, и она могла сидеть. А вот дальше вставляем глазки. Так как у нас глазки продолговатые, я хочу, чтобы они у меня стояли наискосок, вот так. Для этого я немножко капаю клеем на под глазки. Под глазки я капаю немного клеем. Сначала я их вставляю, то есть ищу 12 и 13 ряд и вставляю глазки. Вот так. Между 12 и 13 рядами. Ой, глазки. Вот так вставляю глазки. Чтобы они были у меня наискосок, я вот так вот делаю глазик, ну как бы формирую там, где я хочу. И вот капаю под глазик немного клея, чтобы он зафиксировался и уже никуда не делся, никуда не двигался. Вот. Формирую глазик второй наискосок и точно так же немного клея под глазик. Вот так. Приклеиваю изнутри немного. Теперь фиксирую. Вот так. И теперь прижигаю, чтобы не соскочила, чтобы сформировать шляпку, чтобы не соскочила заглушка. Всегда так делаю. И второй глазик точно так же. И, кстати, при набивании тоже не мешает вот эти вот все, вот такие вот они плоские есть. Все, глазки на месте. Вот так вот выглядит игрушечка. Теперь давайте с вами белочек проклеим.
Я клею до того, как я набиваю, потом еще доклеиваю при необходимости. Значит, я прошиваю, беру тоненькой иголочкой и маленькими стежочками прошиваю белки. Вот так с одной стороны и с другой стороны. Вот так. Если у меня, вот видите, вот она не становится как это, хотя эту я тоже могу зафиксировать. Отодвигаю немного белочка. Небольшой кусочек клея. Все, и фиксирую белок. И здесь точно так же. И фиксирую. Чуть-чуть даю клея, чтобы зафиксировать белочек. Все. Теперь обрезаю, завязываю на узелок. Не сильно стягиваю. Все, и оно у меня тут спрячется. Все, если у меня здесь, видите, немного еще не зафиксировалось, я еще раз проклею уже ножничками так вот аккуратненько, чтобы зафиксировать. Итак, белки я зафиксировала. Теперь продолжаем вязать дальше. Следующий ряд провязываем так. 3, это будет уже 15 ряд. 3 столбика убавка. Первую петлю я ставлю маркер. 1, 2, 3 и убавка. Убавку я делаю за передние стеночки. И дальше до конца ряда нужно сделать 4 повторения. Так. Один, 2. Цепляется ниточка белая. 3. И убавка. Здесь я делаю за полные петельки, потому что здесь неудобно мне там, где глазик. Теперь опять 1, 2, 3. Убавка за полную петельку. Дальше 1, 2, 3 и убавка в конце. Теперь дальше провязываем 16 ряд. 2 столбика убавка. 1,
2. Убавку за передние стеночки. Здесь мне ничего не будет мешать, поэтому я буду провязывать таким образом. 2 столбика убавка. И так еще 2 повторения. 1, 2, убавка. Это будет третье повторение. И последнее. 1, 2 и убавка. В конце ряда 12 столбиков. В 15 ряду у нас получается 16 столбиков, в 16 12 столбиков. Теперь провязываем 6 убавочек. При этом давайте набьем деталь, набьем голову холофайбером. И дальше продолжим вязание. Итак, набила я голову. Теперь последний ряд провязываем. Это будет 17-й. Все 6 убавочек. Третья, четвертая, пятая и шестая. Теперь обрезаю хвостик, фиксирую ниточку, все, одеваю иголочку и стягиваем в кольцо. Так, одеваю иголку и за полупетельки стягиваем отверстие. В отверстие в центральное вставляю, а вывожу в любое место. Все. Теперь фиксирую ниточку. Так. Все, фиксирую. Обрезаю хвостик. Все, и тело наше готово. Теперь давайте с вами вышьем животик. Итак, я одеваю точно такую же ниточку, как мы вязали с вами вот эту часть головы. Вставляю в любое место и вывожу вот на животике, оставляя хвост.
вышиваем с вами, животик мы с вами вышили. Теперь вышиваем с вами носик. Я одела черную плюшевую пряжу в 2 нити. От серединки глазика я буду вышивать вот такой вот треугольничек. Ввожу в любое место. Вывожу посерединке, где у меня будет конец носика. Вывела, оставила хвостик. И теперь начинаю вышивать. Так, чтобы было ровненько. Переходя все выше и делая носик шире. Делая визуально треугольничек, все я ввожу в то же самое место, вывожу там, где у меня хвостик. Поправляю носик, если меня все устраивает. В носике. Все, теперь завязываю на узелок хвостики и прячу деталь. Начинаем вязать ушко и набираю синей пряжей, набираю 5 воздушных петель. 2, 3, 4 и 5. Теперь со второй петли от крючка провязываем так: столбик без накида, 2 полустолбика с накидом, 1, 2. В последнюю петельку я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по второй стороне мы провязываем точно так же: 2 полустолбика с накидом, 1, следующую 2, и в последнюю петельку провязываем столбик без накида. Вот такое ушко у нас получилось. Теперь, так как у нас ушко двойное, я связала точно такое же ушко, только розовое. Вначале мы с вами вяжем розовое ушко, затем синее. Теперь прикладываю вместе. И теперь обвязку мы будем делать с вами синей пряжей. Немножко вытягиваю петельку, ввожу петлю в розовую деталь, в синюю петельку, подтягиваю и вывожу. Теперь делаю воздушную и делаем обвязку столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. То есть каждую в петельку.
Вот, петельку в петельку и провязываем. Не делаем без прибавок и убавок. Вот просто петелька в петельку делаем обвязку. Каждую петельку. И в последнюю. Вот так. Теперь делаю подлиннее хвостик. Фиксирую. Все хвостики, которые здесь есть у меня, я вкладываю вовнутрь. Убираю весь пушок. Одеваю иголку. Складываю ушко пополам. Вот так. И прошиваю нижнюю часть. Закрывая полностью розовую деталь. Вот так. Все. Прошили. И вот такое ушко у нас получается. Теперь это ушко просто пришиваем к голове. Нижняя часть ушка должна быть на границе между светлой и темной частью. Все, давайте пришьем. Итак, первое ушко мы пришили, второе пришиваем и вяжем точно так же. Значит, смотрите, я пришила на границе между светлой и темной частью и пришила ушко до почти конца головы. То есть на серединку ушка я пришиваю к голове, чтобы ушки фиксированно стояли и не падали. Вот это вот пол ушка я пришиваю к голове. Вот эту часть. Давайте свяжем точно такое же и пришьем.
Итак, пришила я второе ушко, и наша игрушечка Стич готова. Ушки держатся за счет того, что мы вот эту вот часть пришили к голове. Ушки очень хорошо держатся. Все, размер этой игрушечки без ушек 9 сантиметров, с ушками 11. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.